Этот выпуск о медиашколе, выпускники которой – это будущие телевизионные звезды, ведущие, блогеры и другие медийные личности. Я думаю, что вряд ли у какой-то школы вообще есть такая тенденция. Кидайте мне свои каналы, я буду самым преданным, самым верным вашим подписчиком. Кайфует, драйвует от этого. А кто сейчас хочет быть медийным? Все. Все-таки это не толпы. Мы вдвоем обучали этих троих студентов мастерству радиоведущего. Так все и началось. Привет, друзья! Этот выпуск о медиашколе, выпускники которой – это будущие телевизионные звезды, ведущие, блогеры и другие медийные личности. Мы поговорим с несколькими ключевыми людьми, отвечающими за функционирование школы, и узнаем, насколько выгодное и нужное это дело. А если ваша детская мечта – стать звездой, ставьте лайк, смотрите до конца и выигрывайте индивидуальный двухчасовой коучинг от Медиастарт за самый интересный комментарий. Поехали! А Александр Румянцев расскажет нам с вами, как создаются курсы в Медиастарт и как они создают эти продукты. Привет, Саша. Привет, Леш. Какие у вас сейчас есть курсы в вашей школе? Знаешь, очень интересный вопрос, потому что вот если мы говорим на данный момент, у нас 7 курсов, но я не уверен, что такое количество останется на тот момент, пока ты смонтируешь это видео, и оно выйдет твоим зрителям. Сегодня самым главным продуктом, который есть у нашей школы, это курс телеведущих. Этот курс, который был основан в самом начале создания школы, потому что вот с него начался Медиастарт, по сути. Я, к сожалению, не застал эти времена далекие, потому что Медиастарт уже 8 лет, я тут работаю более 3 лет. Соответственно, самый главный курс телеведущих, но помимо этого курса у нас открылось еще 6. Есть курс вокала, есть курс актерского мастерства, ораторского мастерства, видеосъемки и монтажа, курс радиоведущих и курс продающий текст. Вот пока что так. Как вы их так очень быстро создаете? Как вообще у вас приходит идея? Кто генерит контент? Как это работает? Ну вот, хочу создать курс. Как вы определяете, какой? Ну, не хочу создать курс, а нужно создать курс. Почему? Потому что самый главный критерий оценки и нужности курса – это, конечно же, фидбэки наших студентов. Потому что, когда студент приходит и говорит, вот у меня вот такие страхи, такие опасения, вот я вот это хочу раскрыть в себе, и мы понимаем, что среди тех курсов, которые есть у нас сейчас, не все, возможно, полностью раскрывают этого человека, мы задумываемся над тем, чтобы создать новый курс. Самые вот последние курсы, которые были открыты, это, допустим, курс по вокалу. У нас есть очень чудесная преподавательница Оля, которая тоже была студентом Медиастарта когда-то, и когда она пришла к нам в команду, в какой-то момент мы поняли, что ей в рамках курса телеведущих просто становится тесно, потому что вот она хочет давать нашим студентам больше. Соответственно, мы пошли на ее совет, мы спросили у нее, чего же она хочет, мы поспрашивали у наших студентов, чтобы им было в кайф и какие бы курсы они хотели бы еще пройти, и вот так получился курс вокала. Курс, допустим, видеосъемки и монтажа, который буду вести и курировать я, он стартует буквально уже в мае. Этот курс, который требовали, наверное, от меня, года 2 точно. Каждый студент, который приходит на курсы телеведущих, и я им об этом говорю, они такие, я хочу не только работать в кадре, я хочу понимать, что происходит и за кадром. И, соответственно, я понимаю, что если мы еще это включим в курс телеведущих, ну, у нас будет обучение не 2 месяца, а 4. То есть, насколько я понял, вы берете спрос ваших учеников и, исходя из него, уже создаете под это... Смотри, спрос студентов – это самая главная метрика, но также очень важно, есть ли у нас специалисты, которые хотят и готовы обучить тому, что просят наши студенты. Ну и, конечно же, мы смотрим на тенденции Украины, мировые и тому подобное. Раз мы заговорили о метриках, какая самая главная метрика, вот успешный курс или нет? То есть это отзывы, это финансы, как вы это меряете? Смотри, конечно же, и отзывы, и финансы для нас, я бы сказал, что важны равнозначно, но о финансовой части, я думаю, что тебе расскажут другие люди. С моей точки зрения, все-таки как вот преподавателя, я преподаю пока что только на курсах телеведущих, но и планирую на других. Для меня очень важны, конечно же, отзывы наших студентов. Когда мы видим, что студенты не хотят расходиться после занятий, когда они говорят, что нужно не 2 часа проводить занятия, а 3-4, и мы готовы по 2 занятия в день отсиживать, я понимаю, что это классный курс, что ему не только нужно быть, а ему нужно развиваться. Это первое. Второе, то, что немножечко касается отзывов, но продолжает эту тему, когда к нам один и тот же студент может прийти на один и тот же курс спустя, допустим, год. И это
Я думаю, что вряд ли у какой-то школы вообще есть такая тенденция, потому что вроде бы, казалось бы, да, один и тот же контент, одни и те же преподаватели, но тот курс, допустим, тот же телеведущих, который был год назад и который сейчас, это совершенно два разных продукта. Мы постоянно усовершенствуемся, и таким образом к нам реально приходят студенты во второй раз на тот же курс. И вот это для меня, реально крутой показатель. Я человек цифр, вот ты сказал, там люди либо возвращаются, люди положительные отзывы. Когда обычно там у вас там 100, 200, 300, 500 человек приходит на обучение, в любом случае есть часть недовольных, есть часть довольных. Конечно. Какое соотношение в процентах довольных к недовольным считаешь золотым? Что считать недовольными людьми? Что считать недовольными студентами? Когда студент там после занятия вышел и сказал, что у него там остался какой-то неприятный осадок, потому что на него либо мало обратили внимание, либо сказали там типа ему какое-то грубое слово, я не считаю это недовольным студентом, потому что реально это исправляется, с этим человеком сразу же начинают работать, и ему добавляют либо занятия, либо вот додают тот контент, который он, по своему мнению, не получил. А вот реально тех людей, которые сказали нет, категорически больше никогда к вам не появлюсь, буду только плохие отзывы писать об вас в интернете, честно говоря, на моей памяти, вот сейчас я подумаю, что совру, но таких людей прям кардинально не было. Чтобы мне вот точно в память забились, и я встретил бы его на улице и обошел бы 10-й дорогой, таких людей я не встречал. По поводу продуктов. Я, насколько понимаю, у вас все продукты обучающие. Да. Но большинство людей, особенно с деньгами, они любят продукт под ключ. Ну вот, грубо говоря, я там захотел стать телеведущим, и меня прям вот до канала привели и посадили, и за меня на работу устроились. Есть ли у вас такие продукты или почему их нет? Смотри, значит, и да, и нет. Полноценно продукта под ключ, который мы отдельно рекламируем и продаем, у нас нету. С другой стороны, сейчас мы ввели новшество, все курсы, и в том числе курс телеведущих, у нас будет разбит по пакетам, то есть пакет базовый и пакет VIP. И, соответственно, если человек понимает, что ему просто не хватает каких-то навыков, он хочет поработать в коллективе в том числе, а это тоже не менее важно. У нас группы там по 15 человек, и большинство эмоций, большинство знаний, которые они получают, они разделяют с этим коллективом, и таким образом учатся еще помимо основных занятий. Вот. Но помимо этого есть пакет VIP, где мы действительно будем с человеком работать более индивидуально, более глобально и, соответственно, будем его вести вплоть до того, что он пойдет на кастинги и там проявит себя. Сейчас очень популярно, ну, сам видишь, YouTube, Instagram и тому подобные вещи. Я, насколько услышал, в вашем перечне нет этого курса. Те, кто хотят стать блогерами, инстаграмерами или, ну, те, кто хотят быть популярным в интернете. Есть ли у вас эти курсы и стоит ли к вам приходить, если они такого хотят? Спасибо за вопрос. Стоит вообще начать с предыстории. Я сам занимался видеоблогингом 5 лет, для меня это очень близко. Правда, я снимал видеоролики на украинском, поэтому это немножечко другой сегмент. Но действительно, если посмотреть по статистике студентов, которые к нам сейчас приходят, честно, вот те, которые яро уверены, что я пойду только на кастинги, только на ТВ, процентов, ну, может быть, 25-30. Остальные студенты либо сомневаются, куда они пойдут, либо четко уверены, что они хотят быть не телеведущими, а именно видеоблогерами. Они считают, что в интернете они себя покажут с лучшей стороны, чем на ТВ, и пробьются достаточно быстро, оперативно, там станут популярными. Я не отрицаю, что такое возможно, но там другая история. Курса отдельно по блогингу у нас пока нету, и в ближайшем будущем, если он и предвидится, то не в такой прямой форме, что мы обучаем только видеоблогеров. Но вот тот курс телеведущих, который у нас сейчас есть, он в себя включает и элементы блогинга в том числе. Если посудить, чему мы учим? Мы учим работе в кадре, мы учим хорошей дикции, интонированию, скороговоркам и всем инструментам. И еще мы, конечно же, учим работы вне кадра, как я уже говорил, да. И, соответственно, если собрать эти все навыки, почему там кто-то думает, что это можно использовать только на ТВ? Смело идите в интернет, открывайте там свои YouTube-каналы, и открою тебе небольшой секрет, на каждом выпускном, когда у нас студенты каждый месяц там выпускаются и говорят все преподаватели поздравительные речи, у меня есть одна заготовленная фишка. Я выхожу всегда на сцену и говорю: ребят, вот мои коллеги... Теперь ее знают. Ее уже знают все выпускники, и когда они приходят к нам на выпускной, они мило улыбаются. Поэтому не такой уж это секрет, но я говорю, что вот, ребята, мои коллеги только что, которые работают телеведущими, выступали перед вами и желали увидеть вас на телеэкранах страны. Я же вас жду в интернете. Кидайте мне свои каналы, я буду самым преданным, самым верным вашим подписчикам, и, соответственно, вот будем помогать вам развиваться и после обучения. Поэтому курсу видеоблогинга когда-то быть, но сейчас курсы телеведущих вполне
эти проблемы решают. И если кто-то сомневается, я хочу быть блогером, но курс называется «Курсы телеведущих», сомневаться не нужно, нужно идти, нужно понимать, что эти навыки пригодятся и там, и там. Телевидение, интернет, как бы они сейчас далеко друг от друга не стояли в том плане, что они там часто противопоставляются друг другу. Это очень-очень похожие вещи, и реально вот человек, даже телеведущие сейчас известно, идут в интернет. И вот это о чем-то говорит. Вопрос чуть-чуть из другой темы. Пожалуйста. Я увидел у тебя, что то ли у тебя в компании есть свой продакшн. Возникает вопрос, зачем? Вы же обучаете. Мы не только обучаем, мы помогаем людям воплощать свои мечты. А одна из мечт, с которыми к нам приходят люди, это «я хочу быть звездой». А чтобы быть звездой, нужно реализовать себя не только в жизни, но и в кадре. Соответственно, у нас есть продакшн, который занимается тем, что в первую очередь самая главная функция — это съемка видеопортфолио. У нас есть несколько пакетов услуг, которые мы предоставляем. От стандартных, где человек просто может прийти в студию, сняться на хромакее, на зеленом фоне, и мы ему сделаем крутую видеовизитку, до мини-продакшена, давай это так назовем, куда человек может обратиться. Мы поставим ему голос, дикцию, интонирование, научим работать в кадре, и итогом, концовкой вот этого вот обучения станет его видеопортфолио. И причем это может быть не только в студии, это может быть выездная съемка и тому подобное. То есть основное направление это вы просто в рамках школы используете, как инструмент, да? На первом этапе да, но как бы в планах, а планы, как всегда, большие, грандиозные. У нас и открытие своего полноценного YouTube-канала, и все-таки работа вот на этом поле действия. О коммуникации между преподавателями, учениками, о учебных программах и за все это отвечает один человек. Анна Бреус. Привет, Ань. Привет. Как вы заманиваете к себе этих чудесных преподавателей? Нашими преподавателями являются наши студенты, которые успешно прошли курс обучения, потом реализовали себя на телеканалах, сейчас являются классными ведущими, журналистами, и мы их приглашаем для того, чтобы они рассказали, как это страшное дело можно сделать легко благодаря нашему курсу. Вот приходит к вам преподаватель, как вы проверяете его на то, чтобы выпустить к ученикам? Мы начинаем наш рассказ о том, чем мы занимаемся, и потом видим, видит ли человек интерес в нашем обучении. Даем программу, и он говорит там, вот мне это нравится, это подходит, это я умею, и даже я знаю, как рассказать своим ученикам. После данного собеседования мы уже переходим к практике на первое занятие, где он показывает свои навыки коммуникации и то, насколько он будет полезным в данном курсе. Оцениваем, как его восприняла аудитория, насколько был контент плотным, интересным и, главное, полезным для наших студентов. А после мы уже проводим другое собеседование, где мы уточняем, будем мы работать с преподавателем или нет. Но большинство наших преподавателей это уже есть наши студенты, которые, я как и говорила, успешные и желают обучать всех людей. Они любят свое дело, так знаете, как кайфуют, драйвуют от этого и реально счастливы научить других. А ты не считаешь, что человек, который пришел учиться, допустим, на телеведущего и остался работать преподавателем, это немного странно? Но суть в том, что они после выпуска реализовывают себя как ведущие, они уже, знаешь, как бьют коленки, и после они уже, чтобы этого предотвратить в следующих студентах, да, они обучают этому на курсе. Я считаю, что в этом ничего такого плохого нет. И все-таки это круто, когда ты можешь трансформироваться из студента в ведущего, потом ведущий в преподавателя и вести вот такие две параллели. А как ты считаешь, какой минимальный опыт должен быть у преподавателя для того, чтобы преподавать? Скажу как инженер, конечно, мне бы была важна цифра. Да? Цифра будет рассказывать о том, сколько он провел удачных тренингов и всего такого. Но как человек современности, я скажу, что для меня цифра не важна. Для меня важна форма, с чем он пришел, какое у него мышление, как он преподает и дает текст. Опыт — это то, сколько ты приделил своей работе времени. Ты можешь вообще за 5 лет только раз выступить и прийти и сказать, вот у меня 5 лет, когда-то назад было выступление. А можешь прийти через 2-3 месяца и рассказать, что вот у меня было 50 удачных выступлений, и я вам хочу об этом рассказать. У вас, наверное, уже была огромная армия учеников. Примерно сколько? Больше 10 тысяч? Больше. У нас каждый месяц выпускается около 250 выпускников на каждом из курсов.
вопрос следующий. Какие-нибудь успешные кейсы среди ваших учеников, то есть вот было, стало, или кем можете похвастаться? Студенты, во-первых, наша гордость, поскольку они показывают, насколько мы круто, продуктивно сделали курс, и потом идут с работами на кастинг. Вот недавний случай, буквально девочка, она выпустилась в марте, и у нее был назначен кастинг, и она мне позвонила буквально в начале апреля и рассказала такую новость, что благодаря нашим курсам, благодаря классно записанной дипломной работе, которую сделал наш продакшн, она успешно прошла не один кастинг, она успешно прошла 2 кастинга. Один он направлен на семейный, и она будет вместе с ребенком вести передачу, а второй она уже как личность, как мама 4 детей будет рассказывать о себе. И вот такие шаги, такие успехи нас вдохновляют. А что за канал, какая передача? Насколько я знаю, это спутниковый канал ZIP, вроде бы. Ну, она еще там подписывает договора, а потом нам расскажет, покажет, сделает в портфолио. Также наши студенты успешно устраиваются на каналы там, News One, Киев, Украина. Проходят кастинги, первые отборы, и даже сегодня у нас будет выпускной, на котором мы с радостью поздравим одну из наших уже выпускниц с тем, что она прошла первый отборочный тур в прямые эфиры. Я так понимаю, что за коммуникацию со студентами отвечаешь ты. Да, так и есть. Что самое главное в коммуникации с студентами? То есть поддерживать их, быть строгим начальником, как ты видишь? На самом деле я всегда не строгая, я очень люблю всех ребят, и я вижу, что они во мне видят как маму, да, если есть какая-то проблема, Анечка, пожалуйста, можете мне помочь с текстом, Анечка, я там не смогу завтра быть, когда я смогу отработать? Я с ними 24/7. У меня даже выходных, по сути, как бы и нет, потому что мы работаем 7 дней в неделю, и вопросы есть постоянно. Если у них есть проблемы с домашним заданием, как бы это лучше сделать, записать, я тоже на это даю ответ. Также мы, к примеру, есть организация в плане там, поездки на канал, посещения каких-то мероприятий, это тоже я им рассказываю. Всегда 24/7 мы с ними. Я вот увидел вас на сайте, что прежде чем я приду, если бы я пришел к вам учиться, то там есть собеседование. Да. То есть я как клиент и получаю собеседование. Зачем это? Все очень просто. Это наше с вами первое знакомство, вследствие которого мы пытаемся выяснить, с чем вы к нам пришли. То есть в основном человек, когда приходит, он знает основную проблему, но еще другие он рассказывает вследствие нашего собеседования. Я с точки зрения бизнеса, коммерции, то есть, ну вот, как я понимаю, если есть собеседование, Так. значит кто-то должен не пройти. Или я не прав? Но в основном у нас все проходят, мы настолько... В основном? В основном. А бывает, что не проходят? Бывают такие, что они думают, например, я вот пришел, вы мне должны, значит на выходе я буду этим. Он не думает, что он вследствие этих курсов должен себя прокачивать, делать свои практики. Это бывает очень И исключительно. вы их не берете? Я не скажу, что не берем, но говорим, давайте вы немножечко подумайте, насколько вы серьезно к этому вопросу относитесь, чтобы потом на выходе вы стали успешными. Как относишься к онлайн-обучению? Для меня, вот как человек, который иногда все-таки путешествует, я считаю, что это крутая возможность быть в тонусе вне зависимости от геолокации вашего курса. Вот ты сидишь там где-то на Майами, и ты делаешь все свои домашние задания, которые уже сейчас проверяет твой преподаватель и дает фидбэк, как, что нужно улучшить. Зачем тогда весь этот офлайн? Можно же просто в интернете. Понимаешь, онлайн-индустрия, она целенаправлена для тех людей, которые постоянно в работе. Это люди, которые постоянно имеют бизнес-встречи, и они, к сожалению, не могут посещать график, который предназначен на 2 месяца. Поэтому для таких людей мы в будущем разрабатываем уже онлайн-курс, где он может это все совместить. Ну и самый главный вопрос. Как сделать твоего клиента, либо в вашем случае это студента, счастливым? Что ему нужно дать такого, чтобы он был счастлив? Для успеха в этом курсе обучения, вообще во всем, нужно всегда быть в тонусе, делать практики, техники, которые дают наши преподаватели. Если у нас вот постановлено, что каждый день мы должны приделять там 10-15 минут на дикцию, скорочтение, это в течение 20-30 дней
улучшает вашу дикцию, интонирование и вообще работу на публику. Вот мы мотивируем людей через то, что ставим им какие-то цели. У нас есть чек-лист разработанный, который мы чекаем в течение 2 месяцев. Потом мы для себя такие узнаем, кто же делает, кто не делает, и будет, конечно же, похвала. Это, к примеру, там, да, скидка на следующий курс или на покупку с нашего Media Start 100 какой-то продукции. Спасибо. Спасибо и вам. Интересно. А сейчас мы узнаем о том, как привлекать клиентов в школу Медиастарт. Ты коммерческий директор, тебя зовут Ярослава Ковтун, и ты занимаешься привлечением новых клиентов в вашу школу, правильно? Да, именно так. И сразу вопрос к тебе. Как вы строите свой маркетинг, на чем основываетесь? Понимаешь, мы к этому шли 8 лет, и сейчас мы к этому уже пришли, потому когда сам наш курс говорит за себя, это те навыки, которые нужны сейчас каждому человеку. У нас все студенты, которые к нам приходят, я знаю лично всех, и, в принципе, мы нашу команду так и строим таким образом, чтобы все члены команды знали каждого. Все знали каждого, потребности, кто с чем к нам приходит. И в зависимости от этого мы стараемся каждому дать те результаты, за которыми он шел. И, соответственно, когда человек проходит наш курс, он уже может говорить о том, что он достиг того, зачем он приходил, и, соответственно, он может рекомендовать это друзьям своим. У нас очень много учатся людей, просто каждый второй пришедший от кого-то. И в целом наш продукт уже давно знают, наш курс популярен, это курс телеведущего, который дает базовый комплект навыков любому человеку, который хочет быть медийным. А кто сейчас хочет быть медийным? Все. Поэтому... То есть основной ваш маркетинг — это рекомендации, советы? Ну, в основном, да. Да, рекомендации, советы. Мы иногда делаем промоушен каких-то важных, полезных постов, каких-то информационных сообщений для людей, у которых есть в планах обучения, но у нас очень часто люди, так сказать, отложенное обучение, они сейчас бронируют места на какой-то следующий месяц. У нас есть такая программа, вы можете ее реализовать в течение года. То есть ты, например, знаешь, у тебя все четко распланировано, что сейчас, например, там май, к примеру, апрель, но ты хочешь пройти курс в сентябре. Ты сейчас бронируешь это место и в сентябре приступаешь к курсу. А все это время мы можем готовить для тебя уже какие-то полезные задания, которые у тебя будут. У вас практически отсутствуют затраты на маркетинг и на все тому подобное? Они не отсутствуют. Если в процентном соотношении сказать, естественно, мы используем такие каналы, как Google, как Facebook. У нас в процентном соотношении это примерно 35-30% от бюджета идет на маркетинг. Но мы все-таки делаем основной акцент это на качестве нашего курса, который сам за себя будет говорить и будет популярен, и на полезности этого курса для людей, для их друзей. Какая полезность ваших курсов? То есть как вы это выделяете, чего хотят люди, которые к вам приходят? У нас есть очень важный этап, это, назовем это так, собеседование, но больше это даже знакомство, это разговор с нашим будущим студентом. Обычно мы всегда узнаем, какую цель преследует человек, идя к нам на курсы. Избавиться от зажимов, стать более уверенным, научиться работать на камеру, научиться не бояться, уверенно выходить из тех ситуаций, которые выводят тебя из зоны комфорта. У каждого человека это может быть своя. От там, строгого начальника до каких-то там уже тоже стрессовых ситуаций на кастингах, если мы говорим о профессии, совещаниях, если мы говорим о работе. Ну и даже в личной жизни некоторые приходят для того, чтобы усилиться в соцсетях, для того, чтобы стать, чтобы сказать, не стыдно было себя показать людям с точки зрения медийности. Но основной посыл, вы же хотите людей сделать медийными? Или... Конечно. Мы хотим людей сделать медийными, и если человек приходит к нам за тем, чтобы стать профессиональным работником средств массовой информации в кадре, это тележурналисты, телеведущие, это сейчас новое популярное направление видеоблогеры, мы им, естественно, это даем, потому что ты можешь достигнуть вот этих навыков уверенности только с помощью вот этих тренингов на профессиональные форматы работы в кадре. Это и новости, и в том числе даже погода, которую сейчас не часто где встретишь, но она есть. Это и интервью, это форматы индивидуальной работы на камеру, парной, вот как у нас сейчас с тобой, да, и групповой, это ток-шоу, это большие сцены
сцены, где уже есть много участников, и нужно правильно их модерировать, каждому нужно понимать, что сказать. У нас за 8 лет менялись тренды, естественно, сейчас это в основном люди, которые уже состоялись в какой-то профессии, у которых уже есть видение и жизни, и жизненный опыт в целом, и они хотят вывести свою экспертность в публичное пространство. То есть, например, если ты психолог, врач, нотариус, стоматолог, кто угодно, ты можешь об этом заявить всему миру. У тебя цель, например, образовывать людей. В нашей компании главная цель — это делать людей, талантливых людей, образованными и уметь таким образом выстроить их сильные стороны, чтобы они с помощью этих сильных сторон и тех навыков, которые мы даем, могли рассказать о своей экспертности миру, могли показать свои таланты миру, могли стать счастливыми, потому что когда человек может это все сделать, он счастлив. Смотри, я видеоблогер, Так. и зачем мне идти к вам? Потому что ты видеоблогер, и ты делаешь те базовые стандартные действия, которые делает любой человек в кадре. Если ты видеоблогер, у тебя нет такого, наверное, у тебя нет такого строгого референса или начальника, который тебе будет диктовать форматность твою, да, но ты все равно на кого-то опираешься, когда ты смотришь, ну ты же, когда в кадр садишься, ты думаешь, как я буду себя вести, и у тебя есть какие-то примеры в голове, как ты это видел, как это происходило. У нас же эти примеры подкреплены тем, что это правило, это работа в кадре, это твои навыки, это правильность твоей осанки, это все то, что необходимо тебе, если ты профессиональный ведущий. Если ты видеоблогер, который, имея навыки профессионального ведущего, у тебя уже выше шансы работать в кадре лучше. Что конкретно я должен уметь классно делать? Речь, это как-то поведение в кадре, то есть вот что именно я должен делать? Смотри, ты должен знать, что как минимум можно делать в кадре, и потом от этого ты должен понимать, я хочу так делать, я не хочу так делать, я буду делать вот именно так или не так. Например, если ты, например, знаешь, как ведет себя журналист на месте события в прямом эфире, это называется динамическая съемка, это не то, что происходит у нас сейчас с тобой, мы не сидим в кадре, мы ходим, мы что-то делаем, мы что-то снимаем. На телевидении есть правила, допустим, у тебя не может быть завален горизонт, у тебя все должно быть правильно с точки зрения каких-то стандартов. В YouTube у тебя этих правил нет, но когда ты их знаешь, ты можешь ими просто пренебречь в своем осознанном выборе. Ты думаешь, я не хочу, чтобы у меня было как на телеканале это как? Это вот по-правильному, я хочу, чтобы у меня было по-другому, по-жизненному, по-интересному, то, как тебе это нравится. И ты уже тогда либо следуешь этим правилам, либо нет. Но навык работы в кадре, люди с ним не рождаются. Это нужно в себе тренировать, развивать, и в целом всегда нужно учиться и развиваться. Вот ты любишь учиться и развиваться? Учиться не очень. Развиваться люблю. Это прямо пропорционально. Поставь сейчас тут равно. Развиваться равно учиться чему-то новому. Позволь, Другой вопрос как? Я вижу развитие обычно через практику, то есть обучение через практику. А если Это ты сейчас на нашем учиться... прям курсе сказал. У нас же весь курс это практика. По поводу финансов готовы говорить? Давай. Сколько тратите на маркетинг? 35% от бюджета. Смотри, наша компания, чтобы сразу понять и объяснить, наша компания ориентируется на обучение, образование людей, на развитие. Компания, как и ты, любит развиваться. Поэтому мы хотим с помощью тех средств, которые мы получаем, мы хотим развивать и открывать новые направления, новые курсы, потому что у людей огромный запрос на развитие, на навыки и на огромные какие-то свои дальнейшие успехи. У нас сейчас и курсы телеведущих, и курсы актерского мастерства, радиоведущих, публичные выступления, новые направления, вокал, видеопродакшн. В целом это все то, что мы сейчас развиваем, на это все нужны ресурсы, поэтому все те средства, которые мы получаем, мы реинвестируем, чтобы это все шло вот так вот по кругу. И, соответственно, в зависимости от месячного дохода туда или в ту или иную сторону, 35% от всей этой общей суммы тратится на рекламу. Как я понимаю, у вас совершенно иная система, чем в стандартной компании, и у вас больше партнерские взаимоотношения внутри всего коллектива. Ну, можно так сказать. Мне бы очень интересно было, как при партнерских взаимоотношениях распределяется вот доход внутри компании. Смотри, доход — это как бы, ну, вот есть творчество, да, это то, что мы говорим, это занятия, это там проведение разного рода мероприятий и так далее. У нас все условия договорные в плане, ну, там, занятия — это один вид твоей деятельности, это как, ну, назовем это зарплата, да, это все реинвестируется, ну, вот 35% мы уже отняли, это, например, затраты на рекламу. Все остальные проценты, которые остаются, всей суммы, они распределяются. Основная масса этой суммы реинвестируется дальше в развитие, в новые проекты, в обслуживание тех, которые есть, потому
что ведь это все тоже разные статьи, аренда, и обучение, и техника, все это нужно, все это есть, и мы не строим это как бизнес-модель, которая тебе приносит огромную там, часть заработка. Там, какая у тебя маржа, там 35%, никто здесь не скажет, например, да? Это абсолютно не об этом виде деятельности. Здесь мы реинвестируем, потому что если эти деньги не реинвестировать, то такого развития, на которое мы нацелены, не будет. Но ведь маржа, как ты говоришь, это все показатель эффективности ваших продуктов. Каждый Да. продукт имеет свою маржу, каждый продукт имеет свою наценку. И, соответственно, чем больше люди платят, тем более он, ну, скажем так, популярен для людей, тем более интересен. Или вы к этим относитесь? Есть маржа, хорошо, нет маржи, ну... Мы к этому относимся в плане расчета на затраты на следующие продукты. Например, мы понимаем, что на следующий месяц мы на тех существующих наших курсах, которые есть, мы там можем потратить вот такое количество, нам нужно денег, чтобы их обслужить, и там какое-то количество, чтобы создать новые и их тоже обслуживать. Соответственно, в расчете этого мы уже рассчитываем все наши бюджеты, и от этого формируется, в принципе, цена на обучение. А если я, допустим, захочу открыть школу, не обязательно телеведущих, не обязательно конкурентов, любую другую Спасибо. школу, да. Это очень мило. И я захочу, ну, вот создать школу. Так. Как ты считаешь, какой минимальный бюджет для того, чтобы, ну, как минимум быть на плаву, мне необходим для открытия? То есть инвестировать сколько? Для того, чтобы открыть школу, тебе нужно понимать регион, где ты будешь это открывать. От этого ты рассчитываешь просто, например, там, ну, к примеру, какие у тебя могут быть затраты. Вот как ты мыслить будешь, какие у тебя будут затраты? Ну, офис, преподаватели, маркетинг. Вот. Ну и в зависимости от этого ты плюс-минус прицениваешься, например, сколько тебе нужно будет. Но я тебе так скажу, для того, чтобы открыть школу на начальном этапе, тебе не нужны большие затраты. Почему? Потому что, чтобы открыть школу, ну, чтобы школа состоялась, тебе нужно обучать чему-то людей, чтобы люди были довольны. Если ты людей не можешь научить, соответственно, это вот даже то, на чем мы строимся, люди должны быть довольны, в первую очередь, чтобы порекомендовать другим. Потому что таким образом у тебя есть и репутация, и в целом будущее. И, соответственно, чтобы люди были довольны, тебе нужно, чтобы либо в тебе, либо в твоих преподавателях сошлось два фактора. Это их профессионализм и экспертность, с которой они могут поделиться, которую люди оценят по высокому уровню, да, и желание обучать других людей, потому что не всегда преподаватель это то же самое, что хороший профессионал и наоборот. Здесь нужно учитывать именно этот формат. Давай вернемся все-таки. Минимальная сумма. Ну вот, чтобы я хочу открыть школу, у меня был один курс и хотя бы 30 человек собрать. Ну, смотри, если ты хочешь открыть школу в Запорожье, то это одна сумма, например, Мой родной аренды. город. Ну да, да. Если ты хочешь открыть школу там в Киеве, тебе нужно, опять же, я тебе могу сказать не сумму, а формулу, потому что сумма это не совсем профессионально. Как я тебе могу сказать сумму? Может, у кого-то сейчас есть эта сумма, он и пойдет и откроет школу. Тебе нужно посчитать, как минимум это будет аренда, но для того, чтобы открывать офис, тебе нужно уже иметь людей, кого ты будешь обучать. Поэтому для начала тебе нужно найти экспертов в этой сфере, либо если ты сам будешь их обучать, то самостоятельно просчитать свои ресурсы, сколько ты хочешь зарабатывать от своего одного занятия. И, соответственно, разработать, понимаешь, что тут же не только там суммы, это и программа, и методология, почему люди должны прийти к тебе. Вот первый вопрос, который ты себе задай. Не сколько денег тебе нужно, а почему люди придут именно к тебе. Отличный вопрос. Почему люди приходят именно к вам? Я готова дать тебе отличный ответ, потому что у нас методология, у нас практика, и у нас абсолютно результаты разнятся между другими школами, и это даже не школы телеведущих, это в целом. Я сталкивался, ну, с подобными вопросами, и зачастую сам клиент, то, что ты говоришь, методология и так далее, он не до конца это готов услышать, если это идет из рекламы или откуда-то. Как вы это доказываете? А мы даже в рекламе не ставим ни одного акцента на методологию. Мы это доказываем методологией на занятиях, потому что мы на самом деле с командой собираемся раз там, в 2 недели, у нас стандартно есть 2 встречи в месяц, где мы прорабатываем и обновляем программу курса. Потому что почему? Это сейчас у нас такая огромная палитра направлений курсов. Раньше у нас был курс телеведущих, радиоведущих, публичных выступлений. И наша большая, огромная гордость за то, что люди приходят на курс телеведущих не по одному разу. Соответственно, это о чем говорит? Что мы стараемся делать, такой для себя поставили план, что мы будем делать курс, как будто мы обучаем одного и того же человека. Просто каждый раз мы что-то добавляем новое, что-то убираем. У нас просто команда немедленного реагирования, потому что после каждого занятия мы оцениваем преподавателя. Более того, мы ему сразу же показываем его оценки, чтобы он знал, на что обратить внимание. Мы находимся в школе Медиастарт, которая обучает
целые толпы, можно сказать, медийных личностей. И это ее основатель и управляющий директор Юрий Дудка. Хочу поправить, немножко Привет. тебя поправить хочу. Все-таки это не толпы. Каждый студент — это индивидуальность. И к каждому студенту мы находим персональный подход. Вот мы выпустили 4000 выпускников, и почти каждого, вот только последние, наверное, несколько месяцев, я не знаю по имени. Своих первых студентов я знал не просто, как зовут, где учится, чем живет. Они звонили в 3 часа ночи, это такой 24/7 саппорт. Поэтому, конечно же, это не толпы. Как ты вообще пришел к тому, что ты хочешь обучать каждую индивидуальность этому искусству? Так случилось. Я и своей команде рассказываю, постоянно говорю об одном и том же. 2 вещи должно случиться у человека. Первое — наработанная экспертность. Должно пройти какое-то определенное количество времени у человека с профессией для того, чтобы было уже что рассказать. Это первое. А второе — это желание этому обучать других людей, помогать другим людям. Не у всех профессионалов это желание есть. Равно как и не у всех людей, у которых есть желание, есть что сказать. Но вот когда сошлись 2 вещи, экспертность и желание чему-то кого-то обучать, начинается вот эта история с преподаванием. А тем более у меня первое образование педагогическое, и нужно было как-то применять это все на практике. Мне было 23, и мы создали курсы радиоведущих «Медиастарт» в 2011 году. Первый офис у нас находился, это улица Артема, 14. Это была такая 2-комнатная квартира на 2-м этаже. В параллельной комнате психолог работал с больным ребенком, он орал постоянно. А в другой комнате 3 студента к нам пришло учиться, я и Леша Денисов, мой коллега по радиостанции Европа Плюс, потом она называлась Европа Плюс, сейчас Energy. Вот мы вдвоем обучали этих 3 студентов мастерству радиоведущего. Так все и началось. Как я увидел в вашей компании, у вас немного нестандартный подход. Обычно идет все по вертикали, есть один лидер, он решил все как будет. У вас какой-то более партнерский. Расскажи, как это более детально работает. Я вообще считаю, что компания с Big Boss'ом, компания с такого лидерского авторитарного типа, она сегодня уже вчерашнего дня. Сегодня успешная компания — это компания успешных людей. Она не может быть одного человека. Успешная компания — это всегда команда, которая стоит за этим. В ней, естественно, должен быть лидер, визионер, человек, который показывает, куда мы идем, но это никогда не история одного человека. Даже если мы там говорим о каких-то фигурах а-ля Джобс и так далее, то все равно это больше легенда, чем истинно, потому что люди все равно верят там персоналии, да? Но за Apple стоит огромная команда людей. И это доказано уже тем, что сейчас компания без Джобса живет нормально, живет очень хорошо и впервые там превысила планку $1 триллион капитализации. Мы, естественно, можем говорить об Амазоне, там, о Безосе, о том, что там его компания и так далее. Да, поначалу это всегда компания, там, по Адизесу, да, это компания сначала фаундера, но когда она проходит определенные этапы, дальше уже все зависит от команды. И моя основная задача, поскольку мы работаем с людьми творческими, с людьми креативными, просто как задача любого продюсера. Кто такой продюсер? Это человек, который создает определенную среду, где креативные личности могут реализоваться. То есть, по сути, это такая политика. Ты создаешь благоприятные условия для людей. В любом случае, когда ты работаешь, у тебя есть какая-то ответственность финансовая, там, юридическая, любая. Вы ее разделяете на всех? Нет, перераспределения ответственности быть не может. В любом случае есть человек, который конечно принимает решения и несет ответственность за все баги, факапы на компании и так далее. Это человек я. Я всегда в команде говорю, что если мы с чем-то не смогли справиться внутри, коллективно, и это вышло за пределы компании, то всю канализацию, весь ассенизаторскую функцию я беру на себя. Во всех остальных случаях внутри мы решаем проблемы сообща. Это первое. Второе, если мы говорим о развитии, о создании новых продуктов и так далее, естественно, это всегда коллективная такая брейншторминговая история. У нас вообще максимально прекрасно, если бы ты побывал на таких брейнштормингах, ты бы максимально вдохновился. Когда мы садимся там и 3 часа что-нибудь придумываем, наваливаем, все это прорабатываем, и когда просто из какой-то идеи ты ехал утром там в машине что-нибудь придумал, когда из этой идеи родилась конкретика, это прекрасно. Но лучше этого нет. У тебя уже долгий путь в обучении. Если бы ты сейчас начинал заново, что бы ты не делал из того, что уже сделал? Мне у Джобса фраза одна нравится, что компания сильна не тем, что она сделала, а то, от чего отказалась. А в свое время, наверное, я бы
сфокусировался на монопродукте, что мы и сделали там в 2015-2016 году, но поначалу мы пробовали много всего разного. Нужно делать что-то одно на качестве. Но это я говорю, наверное, о периоде там 11, 12, 13 год, когда все пробовалось. Это первое. А второе, естественно, это как совет больше рисковать. Совет самому себе. То есть если бы посмотрел сейчас 2011, я бы сказал, давай вперед. А риск, он в чем выражается? Это и финансовые риски, это и возможность отказаться от всего и сконцентрироваться на одном, потому что 2011 я же не с улицы пришел, я телевизионный продюсер, и у меня там были свои обязательства, я был руководителем проектов на тот момент, когда создавался Медиастарт на крупном телеканале, телеканал СТБ. Вот, и в свое время как-то пытался это параллелить. Невозможно параллелить работу наемного менеджера, топ-менеджера и фаундера. Нужно концентрироваться на чем-то одном. Решает фокус. Вот я себе в тот период, да, говорил бы исключительно о фокусе. А у вас открытая площадка, и кто угодно может прийти и попробовать Абсолютно. свои силы. Ты тоже можешь. Дело в том, что наша философия открытой площадки предполагает вот что. Все люди талантливы. У каждого человека есть свой талант. И если ему есть что сказать, если у него есть возможность своими навыками, своей экспертизой поделиться с другими талантливыми людьми, то мы всегда максимально открыты. Вот ты в чем талантлив? Какая у тебя экспертиза? Экспертиза, YouTube, Instagram. Так это же маркетинг. прекрасно. YouTube и Instagram — это то, что нужно сейчас всем медиаличностям, публичным людям. Я могу сейчас выступить. Конечно. Прямо сейчас Прямо можешь. сейчас. Прямо сейчас. У нас сейчас занятие вот идет в нашей студии, и ты можешь прямо сейчас, без подготовки, То есть абсолютно могу вот сейчас прийти пойдем, да? и рассказать нашим студентам все, что ты знаешь об Инстаграме и Ютубе. Потом, после первого занятия, мы посмотрим, получилось ли, кайфанул ты от этого, драйвит тебя это. Это первое. Второе, мы возьмем фидбэк от студентов. Мы спросим у них, как вам, структурировано ли занятие, полезно ли оно и так далее. Даже если оно импровизационно, даже если ты к этому не готовился. Вот. И после этого мы можем принять решение о том, что ты станешь членом нашей команды, преподавателем и go. Я начинаю волноваться. Ну, давай попробуем. Давай попробуем. Вперед! Давай, пошли.